Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну, смотрите, с чего бы я хотел сегодня начать, господа. Ну, во-первых, я вас предупреждал, что я жду коррекцию на 83.50, что мы обязательно хотя бы должны попробовать, да. Еще раз говорю, пока, я, как вам говорил уже последние 2 дня, да, делать выводы пока рано. Я, конечно, жду ту самую коррекцию, про которую я вам говорил, что как минимум там диапазон 81, там 50, 80, 50. Но пока делать выводы еще рано. В данный момент мы как раз вот будем сейчас демонстрировать все-таки 83.50, станет ли это полом или нет. Потому что если 83.50 мы не пробьем, то с большой вероятностью мы начнем уже, скорее всего, ходить в диапазоне, соответственно, от 83.50 до 84.50. Да? На 85 нас развернули. Это было как вот было 83.50. Сейчас, возможно, диапазон сместился. Но я еще раз говорю, вот смотрите, даже волновик, да, он тоже как бы ждет коррекцию. Он даже тоже здесь уже прогнозирует, что коррекция должна быть. Он все ждет, когда закончится пятая волна, для того, чтобы, соответственно, провести коррекцию как минимум там А, да, потом, соответственно, Б, С. В данный момент, еще раз говорю, я лично уверен, что это только начало, но не гарантированно то, что отсюда мы сразу пойдем вниз, да. Мы помним, что у нас была вот такая история, да, когда мы долгое время были вначале в коридоре, в консолидации определенной. Ну, там было понятно, там мы ждали ставки и так далее. Сейчас уже все факты по ставкам прошли, и по сути ждать особо нечего. Но, смотрите, какие тут еще могут быть моменты, с чем это еще может быть связано. Во-первых, господа, есть события, которые у нас не обозначены в календаре, и мы к нему, естественно, сегодня обязательно вернемся. Это вот этот питерский экономический форум. А конкретно в пятницу будет выступление Путина. Выступление Путина очень серьезное событие, всегда касается безумно сильно всегда российского рынка. Более того, на самом деле даже во всем мире его всегда ждут, потому что все посылы, которые скажет Путин, естественно, определяют сейчас многие части, связанные с геополитикой. И, соответственно, там будет, естественно, и российский рынок, вот он сейчас тоже взял паузу, и, в принципе, соответственно, курс, да, то есть, соответственно, скажем так, колебания по укреплению рубля и так далее, они, естественно, тоже могут быть. Конечно, это вряд ли там будет как-то приведет к каким-то сильным движениям, но надо как бы учитывать тот момент, что спекулянты, да, спекулянты еще работают, то есть они тоже, соответственно, могут вносить определенные коррективы. Но, смотрите, господа, что сегодня все-таки произошло, что, скажем так, все-таки дает нам определенные теперь все-таки сигналы на то, что мы, скорее всего, пока встанем в диапазон или все-таки начнем ту самую коррекцию, которую я вам говорил и которую ждал. Да? Еще раз говорю, на новостном фоне пока нигде информацию я не нашел, что происходило вот в этих процессах, когда пошло такое сильное, соответственно, ослабление рубля. Да? Я думаю, это еще впереди. Но смотрите, что было все-таки сегодня. Это мы, как обычно, с вами просмотрим сейчас ситуацию с интервенциями. Смотрите, индекс доллара у нас рос. Вначале вышел там до 103.35, почти на 103.4. И потом в районе как раз 10.30, да, он начал потихонечку снижаться. И, соответственно, потом была еще одна коррекция. Это все на новостях, я вам сейчас все это расскажу. И потом упал вообще, да. Смотрите, что происходило с долларом-рублем. Вот показательно, господа, видите? Вот здесь вот, как раз в районе 10.30, 11, да, вот она. Сильная прям такая коррекция. Это вот как раз та самая интервенция. Притом при открытии мы вначале, естественно, взлетаем. Выходим как раз на вот эти 84.50. И тут Центробанк начинает сливать. И почему это все-таки интервенция? Потому что, смотрите, если мы посмотрим по индексу доллара, мы вроде бы как могли бы привязаться к тому, что и доллар тут начинал слабеть, да? Но мы идем к юаню. А дело в том, что если бы, соответственно, здесь была ситуация связана именно с тем, что падал доллар, то юань бы укрепился, а он, видите, тоже падает. Вот и все. То есть тут уже есть четкие подтверждения того, что интервенции все-таки Центробанк опять начал. И вот мы вначале видим тоже юань взлетает, да, и он, соответственно, если бы была история как обычно, последние дни было, вот смотрите, да, взлетает и дальше пошел, и дальше пошел. Правда, вот здесь уже как раз произошла та самая интервенция тоже, да. Вот здесь тоже, смотрите, было вначале тогда открытие, и потом тут же вверх, и все, соответственно, пошел вверх. Здесь картина как раз говорит нам о том, что все-таки именно, как обычно в наше вот это время, там в районе 10:30, да,
Прошла интервенция. Все-таки Центробанк начал опять сдерживать курс. То есть все-таки на данный момент, ну, что в принципе, как говорится, и ожидалось, да, что все-таки остановят они, скорее всего, вот этот в районе 84,50. Еще раз говорю, выводы делать пока рано. Я вам сразу сказал, что я вот эти дни как минимум буду наблюдать. Не даю я вам поэтому там 100% каких-то прогнозов, да. Я вам сразу сказал, что я буду смотреть. Пока вот эта коррекция не осуществилась, для меня вообще пока эта картина еще не завершенная, да. То есть надо будет еще за ней наблюдать. Ну, давайте, значит, после этого разберем с вами, что же у нас сегодня все-таки происходило. Значит, что мы с вами сегодня ждали, господа? Сегодня ждали объем промышленного производства в Китае, да, и пресс-конференция Национального банка Китая. Я вам говорил про то, что это будут очень важные параметры, потому что, как мы помним, да, опять же напоминаю для тех, кто, как говорится, на канале впервые бывает там, да, то, что нефть и доллар, это сейчас идет постоянная борьба. То есть доллар пытается давить на цены на нефть, потому что нефть, соответственно, разгоняет инфляцию, да, и, соответственно, заставляет американцев в итоге иметь риск своей финансовой системы. А также, соответственно, да, заполнение бюджета Российской Федерации для того, чтобы поддерживать в том числе и СВО, да. Для того, чтобы этого не происходило, американцы занимаются полной манипуляцией, как говорится, постоянными спекуляциями. Спекулянты, я имею в виду те, кто на рынке торгует, потому что там используют всякие фьючерсные контракты, опционы, да, которые держат определенный диапазон. И сейчас, господа, смотрите, какой замысел на самом деле у американцев. Вот теперь уже окончательно понятно, что они делают. Во-первых, мы помним с вами, что ситуация заключалась в чем? Что у них непосредственно стратегические резервы, основные, да, которые в нефти, они пустые. И их, соответственно, надо заполнять. Мы помним с вами, я вам тогда показывал в позапрошлом ролике, да, то, что как раз американцы начали заполнять это хранилище маленькими порциями. Почему? Потому что они боятся опять подстегнуть рост цен на нефть, да, вот мы сегодня видим, да, что они у нас опять восстановились в районе 75-50, потому что нефть борется, она рыночная, не должна находиться здесь. Сейчас я вам в телеграм-канале еще раз это дело подтвержу, да, потому что те, кто там считают, что это все какая-то там теория заговора, нет, господа, все абсолютно реально. Так вот, смотрите. И 72-й уровень не пробивает нефть, то есть она держит. Там, скорее всего, американцы малыми дозами начинают закупаться. Для того, чтобы не спровоцировать, соответственно, рост резкий, да, они это делают в диапазоне. То есть они берут внизу, в районе там 72, то есть до какого-то момента, например, нефть там доходит до 77, ее тут же сбрасывают, там какой-нибудь абсолютной фикцией, связанной там с запасами нефти, которые американцы рисуют, да, потому что мы опираемся только на американские запасы. Никто не смотрит, что, какие запасы в Китае, там, и так далее. Смотрит в Америке. А Америка рисует все, что угодно, для того, чтобы манипулировать, да. Также денежно-кредитная политика, то есть все вопросы, связанные с повышением ставок, которые тоже абсолютно сейчас поле полных манипуляций, потому что мы услышали с вами последний, как раз вчера был день, это когда ставка осталась неизменной, но тут же ФРС заявила о том, что дальнейшие ставки вполне могут поднимать. Это было абсолютно ожидаемо, я вам сразу об этом сказал, что борьба будет продолжаться, поэтому никто никаких ставок там на самом деле не будет останавливать. Вот они сейчас сделали паузу, но тут же напугали, что следующую будет поднимать. И, соответственно, любые данные, которые будут выходить по экономике и так далее, они, естественно, тоже это все данные для того, чтобы можно также будет манипулировать, также пугать. Опять, что может начаться рецессия, соответственно, да, мы все это помним, что вот эти рычаги, рецессия, банковский кризис, был до этого потолок госдолга и так далее. Этих вариантов будет просто до чертиков. И плюс еще там всевозможные страны, которые не входят в ОПЕК, которые будут увеличивать добычу и так далее. Вот эти все манипуляции, они будут проводить для того, чтобы цена на нефть не вышла за 77. А как только она не выходит за 77, спекулянты подключаются и давят ее до 72. Те же американские спекулянты, между прочим, например, держат там опционы, фьючерсные контракты тоже в определенных, как говорится, страйках, например, да, и, соответственно, просто тупо удерживают нефть в диапазоне. Как только нефть падает до 72, там ее американцы начинают подкупать, потому что они понимают, что ниже 72 она, естественно, не пойдет. Рыночная ситуация с нефтью не абсолютно соответствует тому, что происходит и что делают американцы. И подтверждение этому, господа, я вам покажу
Вот конкретно в телеграм-канал сегодня кинул. Очень хороший такой пост, я считаю. Значит, смотрите. Согласно официальным данным, опубликованным в четверг, видимый спрос на нефть в Китае вырос на 17%. Помните, я вам говорил, что все это фигня абсолютная. То, что они говорят, что в Китае спрос падает, там 5-10. Все это абсолютно фуфло. На самом деле, вот что происходит. В прошлом месяце по сравнению с прошлым годом, в то время как объем промышленного производства также увеличился. А вот теперь смотрите, какая прекрасная, я считаю, фраза, про которую вам я, собственно говоря, каждый раз рассказываю, объясняю. А вот здесь, собственно, сами американские аналитики, независимые, говорят. Многие думают, что цены на нефть, смотрите, низкие из-за слабого спроса. Но данные не подтверждают эту теорию, сказал Джованни Стануа. Мировые видимые запасы нефти не сократились за первые 4 месяца этого года, потому что рост предложения также был устойчивым. Вот, как говорится, и все, что требовалось доказать. Это был честный детектив, делать выводы только вам. То есть в этой ситуации мы четко понимаем, что картина, которая на самом деле выглядит сейчас на рынке, вроде бы как якобы с тем, что связано с падением спроса, полная фуфлыжная. На самом деле это чистой воды манипуляция американцами, которые фактически тупо удерживают нефть в диапазоне и, соответственно, не дают возможности ей выйти за 77. Постоянно ее давят, тем более там выйти за 78, то, что нужно саудитам, да? Но, господа, почему это так важно? А это, господа, важно для того, чтобы, так как мы все-таки-то, собственно говоря, смотрим-то с вами курс, да, и скажут многие там, например, кто первый раз смотрит канал, а и нахрена мне это надо, и что мне это дает? А дает это следующее, что, соответственно, пока нефть входит в этом диапазоне, там, от 72 до 70, там, допустим, 4-77, да, доллар сильно укрепляться тоже не будет. То есть он будет поддавливать на цены на нефть, а тем более, что мы знаем, что ставку-то, собственно говоря, не подняли, да, она осталась как есть. И это нам говорит о том, что, естественно, укрепление сильно доллара не может быть. Потому что, собственно говоря, сама нефть, да, она входит в узком диапазоне. И ему достаточно там приподниматься на какой-то, вот как вот здесь было там, например, да. Вот так, раз, поднялся там на 103, там 35, да, далеко уже не возвращаясь там за 104 и так далее. Нефть подавил и потом спокойно опять откатил. И, соответственно, в курсе у нас возникает тоже тот же самый диапазон. При той ситуации, если сейчас Центробанк не скорректирует его, да, то есть искусственно не, соответственно, не укрепит рубль, да, и, соответственно, эта интервенция, естественно, будет тоже искусственной, то есть как вот было здесь, то тогда, соответственно, будет вот этот диапазон, но Центробанку, как мы видим, приходится сжечь золотовалютные резервы. Другое дело, так как доллар уже, скорее всего, в ближайшее время, пока, по крайней мере, до следующей ставки сильно укрепляться не будет, но это опять же будет, господа, зависеть от многих факторов, прежде всего той же цены на нефть, да, то есть если цена на нефть, например, все-таки прорывает 77, 78, то есть, допустим, физические запасы резко падают и подтверждают, естественно, спрос, то тогда, соответственно, нефть может пойти резко в район 82-84, и вот тут доллару придется, соответственно, уже действовать более, как говорится, жестко. Но мы прекрасно знаем, что в этой ситуации выйдут ФРСники и начнут рассказывать о том, что все плохо, инфляция не достигла 2%, поэтому надо ставки еще поднимать. На этих страхах, на этих манипуляциях нефть опять отправят вниз. И поэтому мы получаем, опять же, что правильно, диапазонное движение. То есть туда-сюда, туда-сюда, в коротком диапазоне. Вот поэтому, господа, нам это было так важно. Ну а теперь давайте посмотрим непосредственно, что же у нас все-таки сегодня происходило, кроме данных по Китаю. Китай на самом деле, которые вышли данные, он показал, что объем промышленного производства снизился, но не сильно, правда. Вот. Но в целом, как бы там, если брать общую статистику, на самом деле Китай восстанавливает экономику, пусть не с такой скоростью, как ожидалось, но восстанавливает. И плюс, смотрите, какой момент. Как мы помним, еще и Китай понизил свою ставку. Как раз для того, чтобы, как мы вам с вами неоднократно говорили, что для того, чтобы давать развитие, как говорится, внутренней экономике, да,
соответственно, нужно ослаблять свою валюту. Что, собственно говоря, и сделал Китай. Тем самым, естественно, он что? Поддерживает, соответственно, свою экономику, и естественно, стимулирует рост цен на нефть. Что мы, собственно говоря, господа, и увидели. Что цены на нефть в итоге пошли в район 75-50, то есть постепенно стали возвращаться в район 77. Несмотря на то, что ставка у нас осталась, при этом ситуация, связанная непосредственно с тем, что ФРС напугала то, что дальнейшие ставки будут продолжать повышаться. И также мы помним, что запасы вышли довольно высокие. Но мы видим, что сегодня произошло ослабление доллара. Вот на этом нефть, собственно говоря, еще резче пошла вверх. То есть, смотрите, вот 3 часа, давайте посмотрим на бренд. В 3 часа, что у нас происходило. Вот, выходят данные по как раз по Америке, я вам сейчас все это покажу. И вот, видите, сразу пошел резкий взлет. Резкий взлет. Но это потому что просто перестал давить доллар. Вот и все, чтобы вы четко понимали, как эти связи между собой работают. Теперь смотрите дальше. Значит, что у нас в итоге сегодня было помимо Китая? Первое. Во-первых, было решение по процентной ставке ЕЦБ. И вот тут мы к вопросу уже потом вернемся к евро. Ставку подняли на 0,25 базисных пунктов, но это и следовало ожидать. Мы уже говорили о том, что Европа заявляла о том, что они будут продолжать повышать ставки, что они, естественно, догоняют американцев. Если даже американцы будут заявлять о том, что они, возможно, не будут, что мы увидели, то ЕЦБ продолжала повышать. Дальше заявление по монетарной политике ЕЦБ тоже сказал, что они будут продолжать повышать, что они будут бороться с инфляцией. Инфляция еще не добилась тех результатов, которые им надо, и так далее, так далее, так далее. Всю эту ерунду они, естественно, как обычно, там рассказывали, но так же, как и ФРС, в принципе, все это, опять же, вот эта вся манипулятивная тема. Но, по сути, суть одна, что, естественно, ставку подняли, соответственно, евро по отношению к доллару постепенно тоже, естественно, укрепляется. Значит, дальше смотрим. Базовый индекс розничных продаж в США. Значит, что он показал? Базовый индекс показал, что розничные продажи чуть-чуть снизились. Чуть-чуть снизились, не сильно, но, в принципе, немножко они замедлились. Число первичных, вот это мы с вами ждали, господа, число первичных заявок на получение пособия по безработице в США. Очень был важный параметр, и прежде всего на нем мы, собственно говоря, индекс доллара пошел вниз. Они не изменились, они не выросли, не, собственно говоря, не сократились, просто остались неизменны, более того, по-моему, чуть лучше прогноза. Дальше, индекс производственной активности от ФРБ, это конкретно тоже в США. Индекс производственной активности показал, что он снижается. Вот он снижается. И объем розничных продаж практически остался там без особых изменений. А дальше международные резервы Центрального банка американского, я там не помню, по-моему, они еще даже не вышли. А вот ВВП Российской Федерации показал рост, господа. Там, конечно, в минусе пока, но уже лучше. О чем это опять нам говорит, да? Значит, по американской статистике я вам все уже сказал. Это все теперь уже манипулятивный фон. Безусловно, на него будут реакции. Вот к тому, чтобы вы понимали, почему так важна эта статистика, почему мы смотрим. Вот, пожалуйста, пособие по безработице. Видите, насколько ослабило доллар? Сразу прям. В 3 часа все, тут же он полетел вниз. Поэтому за этим обязательно надо следить, безусловно. Но в целом мы понимаем, что эти данные, они все равно по факту как раз вот для всех вот этих манипуляций, чтобы нефть давить. И, соответственно, там всевозможные грозится там рецессиями и прочее. По ВВП, господа, ситуация следующая. ВВП, как я сказал, восстанавливается. Он уже там выше, чем, собственно говоря, ожидалось там. Чем это важно, господа? Это говорит нам о том, что, соответственно, экономика России сильная. Вот какие я делаю из этого выводы, да? Опять же, и это возвращаясь, опять же, к ситуации, соответственно, с курсом, да? Первый. Раз экономика сильная, да, значит это проинфляционный риск. То есть инфляция будет разгоняться. Да? Мы же помним, что американцы как раз замедляли экономику для того, чтобы инфляция падала. Да? Дальше, это первый момент. И раз проинфляционный риск, значит, как мы понимаем, что? Правильно, что у нас ослаблять сильно курс тоже нельзя. Иначе это приведет еще к большему, соответственно, разгону инфляции. Первый момент. Второй момент. Экономика сильная, значит, сильно ставку опускать тоже не стоит, да, то есть получается экономика постепенно, ну как бы, скажем, приспосабливается к той ставке, которая есть, а значит, соответственно, ставку можно либо держать как есть, либо, возможно, даже ее, как говорится, приподнять. То есть все это ведет к тому, что, опять же, к сильному ослаблению рубля я предпосылок не вижу. Ситуация с долларом, соответственно, мы тоже видим, что он пока сейчас будет
ходить довольно в коротком диапазоне, но вот такие данные, как типа пособие по безработице и так далее, безусловно, могут оказывать сильное влияние. Поэтому, естественно, мы за ними следим. И плюс, соответственно, да, что нефть, она пока ходит в диапазоне, но пытается вырваться. Поэтому все это пока говорит о том, что сильного дальнейшего укрепления по доллару с точки зрения против рубля, да, ждать не стоит. Но опять же мы видели, что были интервенции, да. То есть на данный момент рубль все равно, получается, может спокойно уйти выше. Но мы же видели с вами, что вот здесь-то были не просто, как говорится, отсутствие интервенции, да, когда вот мы пробивали вот этот диапазон за 83.50, а здесь были покупки валюты. Поэтому будет ли, соответственно, дальше кто-то покупать валюту и разгонять выше, слабо верится. Более того, смотрите, все это подходит к тому, что впереди у нас выплаты НДПИ. В 20-х числах у нас это все дело начинается. Поэтому на самом деле экспортеры будут продавать по максимальной цене, что тоже, в принципе, логично. Поэтому, еще раз говорю, пока делать выводы рано, наблюдаем, смотрим, что будет происходить, как будет себя вести Центробанк. Как я уже сказал, интервенции однозначно были. И, соответственно, покупок валюты тоже не было. Значит, давайте посмотрим теперь, что у нас по рынкам. Значит, смотрите. Облигации у нас, смотрите, мы сегодня были на максимальных значениях, на 4,80. То есть, на самом деле, никаких там разговоров о том, что там, вот видите, не падает никуда облигация абсолютно. Что ставки будут замедляться и так далее. Все это чушь. Все это чушь, потому что цены на нефть надо давить, господа, и все очень просто. Вот смотрите с десятилетками, тоже они были на максимальных значениях, просто скорректировались где были. Соответственно, потом опять также поднимутся. Это вот они упали, все на данных, да, вот там по пособию по безработице и так далее, то есть вероятность повышения ставок снизилась, вот они уехали. Но это никакого не падения. Они отсюда, соответственно, также быстро отыграют. Вот они, смотрите, как они так сколько раз уже это делали. Поэтому на самом деле тренд на укрепление по доллару остается, никуда он не делся. Другое дело, что он пока диапазонный, то есть, естественно, будет связана ситуация с ценами на нефть. Да? Ну и давайте посмотрим американский рынок. Сегодня он просто сделал рекорд, пробил он в итоге 4400. Ну, это надо было сделать, это психологическая такая отметка. На самом деле, еще раз говорю, на других графиках, да, здесь цель есть 4,440, то есть он может дойти на самом деле до 4,440. Но на самом деле это все абсолютный пузырь, потому что, смотрите, ставки никто не снизил, да, они остались высокие. То, что сделали паузу, но это просто для того, чтобы рынок поднять повыше, чтобы он не упал пониже, когда, собственно говоря, опять начнется вся эта риторика ФРС и так далее. Вот этот искусственный интеллект и так далее, то, что вот это все гонит, да, мы помним, ликвидность будет изыматься. Всех будут загонять все равно в этот госдолг. Поэтому это все фикция. Да, надо было показать вот этот 4400, что рынок растет, тем более скоро выборы. Бидон там должен, соответственно, тоже показать, что у него как при Трампе рынки только росли. Поэтому здесь пока фикция. 4440 могут даже дотянуть. Но на самом деле в любой момент может быть резкий разворот. И, соответственно, 4330, да, и не ниже 4300 рынок американский уедет. Пока опять искусственный интеллект, пока вот эта вся эйфория действует. Но все это быстро может поменяться, господа, имейте в виду. Плюс мы видим, что доллар, конечно, упал. Соответственно, рынки растут. Поэтому этот момент надо тоже учитывать. Ну и давайте разберемся, что мы ждем на следующий день, то есть в пятницу. Значит, смотрите, доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии. Это важно. Это мы будем смотреть, уже ловить сигналы опять по поводу новых ставок. Дальше, пресс-конференция Банка Японии. То же самое. Это как вот, собственно говоря, как Пауэлл, да, был. А вот дальше речь члена ФРС, господа, Булларда. Ну вот и начинается. Вот теперь эти ФРСники, они будут выступать часто, пока опять не дойдут до этой недели тишины перед ставками, да? И начинается, сейчас начнется все эти манипуляции. Вот сейчас мы видим, нефть укрепилась, да? Помяните мое слово, уже завтра могут ФРСники все это обрушить, нефть опять уйдет вниз. Они это все сделают, они завтра будут это говорить. И, собственно говоря, эти речи опять готовятся к тому, чему. То есть мы завтра, смотрите, вполне вероятно по доллару можем, естественно, пойти вверх. Что, в принципе, логично. 83.50 отстояли, теперь к 84.50 обратно. Вот наш диапазон, который пока фактически образовывается. Ну, еще раз говорю, выводы пока делать рано. Так вот, после этого индекс потребительских цен в Европе.
Это вопрос, связанный с инфляцией в Европе, да. Дальше, Экофин митинг, это опять у них вот эта вот встреча европейский, как она, финансовая, экономическая, по-моему, так они называются. Там, естественно, будут оттуда все вот эти слухи, это вот как Питерский экономический форум, наверное, типа того, да. То есть там, соответственно, будет связано все, естественно, с общей вот этой денежно-кредитной политикой. И вот, собственно, так сказать, оттуда все вот новости, они могут, безусловно, тоже, между прочим, и на евро, кстати, там отражаться, да, и вообще, в принципе, на, соответственно, валюты, потому что там, и на рынке в том числе, потому что там, соответственно, как правило, собирается вся вот эта вот шайка-лейка, которая и ФРСники, и, соответственно, ЕС, там все вместе, МВФ, они там все в одной бригаде, поэтому все эти обсуждения, безусловно, одни и те же, да, они как бы все взаимосвязаны. Дальше, выступление Уоллера из ФРС, опять готовимся к новым колебаниям, да, и, соответственно, индекс ожидания потребителя от Мичиганского университета. Ну, вот это будут такие опережающие, как бы, такие своего рода данные, которые, опять же, повлияют на вероятность того, будет повышение ставки, не будет. Индекс ожидания потребителей, это насколько они готовы тратить. Индекс настроения потребителей тоже, соответственно, на то, насколько эту инфляцию они готовы переваривать. Дальше смотрим, значит, Мичиганский решение по процентной ставке Японии. Но это связано, естественно, как вы понимаете, с японской, соответственно, валютой. И при этом, безусловно, в этот момент, как бы, уже мы получили ставки по ЕЦБ, по ФРС, поэтому особых сигналов не будем ловить. Но, если Япония тоже поднимет ставку, да, обычно она, наоборот, держит достаточно мягкую, то здесь, как бы, тоже будут некие сигналы на то, что денежно-кредитная политика будет усугубляться, значит, соответственно, опять цены на нефть могут поддавиться. Вот такая, господа, картина у нас получилась, собственно говоря, и фундаментальная, и, как говорится, геополитическая. Также напоминаю, что ситуация с, естественно, выступлением Путина, она, безусловно, тоже будет иметь значение. В пятницу он будет это, соответственно, выступление делать. Больше чем уверен, что перед ним как раз там может даже еще просесть и там, допустим, на 83 куда-нибудь можем уйти. Еще раз говорю, если с диапазон на самом деле как бы Центробанк не будет выпускать, то там 83, например, могут на том же Форексе там и стоять на ожидании. Потому что все разговоры, то, что там может, как говорится, сказать Путин, надо иметь в виду. Здесь, естественно, может быть реакция. Еще есть такая информация, что там хакеры хотят, собственно, завалить европейские банки. Они, так сказать, так называемый Killnet, там, да, они пообещали, что, собственно, так сказать, в течение 48 часов завалят европейские банки, SWIFT там и так далее. Ну, не знаю, пока это только разговоры, но вообще как бы Killnet такая группировка, которая неоднократно делали всякие хакерские атаки, неоднократно, и они как бы их подтверждали. Поэтому, ну, это тоже такое, может быть, действительно, если они действительно смогут создать этот коллапс, естественно, это тоже может, как говорится, отразиться на все. Но пока в рамках такого вот чисто, да, ожидания будет, не будет. В принципе, господа, на этом, наверное, и все. Сейчас я вам покажу, естественно, прогнозы по валютам, да. То есть, в общем, как бы всю картину вы поняли. Непосредственно, как говорится, новостной фон и так далее, фундаментальный мы поняли, да, что, в принципе, ситуация со ставкой у нас уже разрешена. Теперь мы только будем зависеть от ситуации, связанной со всевозможными комментариями ФРС. Ну и, как я уже сказал, что непосредственно нефть, да, она будет ходить в диапазоне. Поэтому, скорее всего, валюта, естественно, тоже сильно, как говорится, изменяться не будет. Но теперь давайте по прогнозам. Значит, смотрите. По доллару-рублю, вот, как бы я сказал, отработали цель. Теперь отошли на поддержку, прям конкретно, поддержку по тренду. Ну, я, как я уже говорил, 83.50 на самом деле жду. Ну, а мы, вернее, уже туда сходили, откупились. Вот теперь надо смотреть, удержим или нет. Еще раз говорю, пока, по мне, диапазон 83.50, 84.50, если ничего не поменяется, если Центробанк там, как говорится, не изменит свою политику и так далее. А вот если начнется все-таки та самая коррекция, которую я жду,
тогда мы опять же привязываемся к первому квартальной коррекции. Это в районе даже может быть, в итоге нагнать, ну, куда загнать могут, да, 78.50-79.50, вот в эту зону. Ближайшая, конечно, которую я больше верю, это 81.50, 82.50, вот в эту зону. Но опять же, еще раз говорю, пока делать выводы рано. Я пока лично нахожусь в наблюдении. Евро, как я уже сказал, ставку подняли, поэтому оно будет чувствовать себя чуть покрепче, может. В связи с этим, соответственно, 92 или, ой, 90, ну да, 92.50, это по максимуму, да, если все-таки, например, будет ослабление какое-то. Нет, даже не 92.50, подождите, 91.50. 91.50 и 90.50, да, вот в этой зоне. 91.50 и 90.50. Если все-таки, как говорится, начнутся интервенции и так далее, то могут сбить в район 85-86, ну то есть 85-50, 86-50, вот так скажем, да. И либо вот тот, который наиболее вероятный, где я, например, рассматриваю вариант, это 88, 88-50, вот в эту зону. Но опять же, не сразу, естественно, это может за несколько дней произойти. И пока говорить об этом рано, потому что, еще раз говорю, Центробанк Российской Федерации сейчас проводит интервенции. Будет ли он дальше проводить, или там насчет закупки, сказать сложно. Может быть, как мы уже говорили только что и оплата НДПИ может быть. Соответственно, могут дождаться, когда экспортеры будут продавать по более высоким ценам. Поэтому все что угодно может быть. Значит, здесь получается у нас по евро, если все-таки пойдет вверх, цели у нас 92, 92, 50. Но я пока в них не особо верю, хотя мы уже видели. Верить не верили, а технические цели отрабатывали. Сейчас, может, картина, конечно, поменяется. И юань, смотрите, вот здесь тоже. Если, соответственно, интервенция будет проходить, а вот, кстати, смотрите, если мы посмотрим на сегодня юань на Форексе, вот он сегодня, до того, как вот сейчас он стал 11.80, а вообще он ходил на 11.50, вот здесь он был, я увидел четко. Перед тем, как снимал видео, был 11.50. Поэтому, на самом деле, он фактически уходил в ту зону, вот, которую я и жду. Что если все-таки интервенции будут сильные, да, то могут опустить в район 11.50. Но мы видим, что на самом деле, после сегодняшних интервенций, вот мы доходили вплоть до 11.85 со вчерашнего дня, а сегодня уже откатывались не глубоко, то есть 11.70, 11.65, это официально. Там мы вот видели на Форексе было 11.50. А вот официально 11.65. То есть это намекает, скорее всего, на то, что все-таки, еще раз говорю, курс, возможно, сместил диапазон и будет повыше. То есть уже вот таких интервенций пока мы не видим. Ну и, соответственно, если интервенции не будет, опять 11.80, 11.85 даже может выйти, да, и, соответственно, уже не ниже 11.70. А если, соответственно, интервенции будут, то тогда вот этот вариант 11.60, 11.50 вполне загнать могут. А если уж пойдет, как говорится, конкретный обвал, тем более, что, еще раз напоминаю, юань понизил ставку, он на самом деле мог, соответственно, еще больше сам по себе ослабнуть, то тогда уже могут опустить вот 11.30, 11.35 вот в эту зону. В общем, господа, пока делать выводы рано, еще раз говорю. Для меня это пока только вот первая приостановка. Еще до конца все равно не определен потолок, хотя есть подозрение 84.50. Не определен до конца пол, хотя я жду это все-таки пока 83.50. Если, соответственно, еще раз говорю, не пройдет нормальная коррекция. Вот, но тут уже дальше будем наблюдать. Также напоминаю, господа, что те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал, Trader Club, анализ акций. Всегда там вся абсолютно необходимая информация есть. Именно все, что нужно, без всякой, как говорится, просто воды, конкретика, тезисно и так далее. Также вам напоминаю, что, естественно, будем делать обзор каждый день. Как вы видите, любой день может привести к достаточно сильным изменениям по курсу. Не хотите пропустить, не увидеть только по факту, что там выглядит ЦБ, вы уже, соответственно, будете в курсе, если будете следить за нами. Все цепочки событий и так далее мы все это анализируем, смотрим и, соответственно, проверяем с точки зрения анализа, куда это все может нас привести. Также в пятницу подводим итоги всей недели, а в воскресенье, соответственно, делаем обзор следующей недели. Будет, соответственно, куча всевозможных опять событий. Также полностью все подробно разберем, посмотрим, что как взаимодействует, что на что влияет. Ну и, соответственно, если не хотите этого все пропустить, подписывайтесь на нас и будьте в курсе.